Привет, Бим. Привет, Бом! Это Виталий. А это Ева. Что готовим сегодня? Мы очень любим красную слабосоленую рыбку, особенно на завтрак. А кто же ее не любит? Все любят. И мы любим. Представьте себе поджаренный тост, сверху тоненьким слоем сливочный сыр, несколько ломтиков рыбки, пару кусочков авокадо, тоненький ломтик помидора, все сверху Лимонным сачком. сачком. Да. Ням-ням. Вот, ням-ням. Очень вкусно. А как же фаршированный авокадо? А как же тартар из лосося? А как же горячие бутерброды с лососем? Давайте. Сколько всего! Об этом попозже. Можно, конечно, рыбу купить готовую в магазине, уже нарезанную, но цена, я вам скажу, Кусачие. да. Самую дешевую, которую мы нашли по скидке, стоила 4 евро за 100 грамм. Можно найти 3,70, 3,65, но это не столь существенно. Все равно Да. дорого. Дорого. И что такое 100 грамм? На один зубок. Да. А хочется ведь поесть От души. по-человечески, от души. Вот. И мы придумали более экономичный способ удовлетворить наши гастрономические претензии. Мы купили в супермаркете лосося целиком. Вот такая вот рыбка у нас. 3-килограммовая. 3-килограммовая, да. Нам ее почистили, вытащили жабры, внутренности, очистили от чешуи. И мы из нее будем делать много разного интересного. В дело пойдет все. И голова, и хвост, и хребет, и обрезки. Используем все. Ну, обо всем по порядку. Сначала мы отделим голову и хвост, и оставшуюся тушку разрежем на 2 части. Уберем в целлофановый пакет и положим в морозильник на 2 дня, чтобы все имеющиеся там якобы паразиты навеки замерзли, и мы могли использовать нашу рыбку для дальнейшего приготовления всего того, что мы вам покажем. Поехали! Поехали. Разрезаем рыбу на 4 части. Две средние части кладем в отдельные пакеты. Хвост и голову в один. Из них будем готовить уху. И отправляем все в морозильник на 2 суток. И снова здравствуйте. Итак, мы снимаем 2-ю серию сериала «Сказка о золотой рыбке». Снимаем мотор. Мотор. Итак, мы достали из морозилки 1 кусок рыбы. Выудили. Поймали. Поймали. Он примерно весом 1 килограмм. И сегодня мы будем засаливать рыбу. Для этого нам понадобится 4 столовые ложки крупной морской соли, Не йодированный. не йодированной, столовая ложка сахара и Сахарного песка. сахарного песка и чайная ложка черного молотого перца. Правильно, надо все выговаривать четко. Окей. Итак, приступаем к очистке рыбы. Сначала ее надо разрезать, превратить в филе, то есть удалить все кости, все лишнее. Займешься этим? Займусь. Займись. Разрезаем на 2 части вдоль хребта. Срезаем хребет. Крупные кости и брюшко. Оставшиеся кости удаляем пинцетом. А я то же самое проделаю со 2-м куском. Итак, филе мы подготовили Оно готово к засолке. полностью. Засаливать лучше в стеклянной емкости,
наподобие этой с крышкой плотной. Ну что, готовим смесь для засолки. Высыпаем 4 столовые ложки крупной соли, столовую ложку сахарного песка и чайную ложку черного молотого перца. Все перемешиваем. Теперь каждый кусок как следует обваливаем в этой смеси, включая края. Рыбку мы засолили. Вот она, красавица. Отправляем ее в холодильник на 12-14 часов. Чем дольше она лежит, тем она становится солонее, поэтому слишком долго держать не надо. Не надо. Закрываем крышкой Задраиваем люки. и отправляем нашу рыбку в холодильник, не в морозильник. И ждите 3-ю серию. До завтра. Обещанная 3-я серия. Так, Достали рыбку из холодильника. 12 часов прошло. О, да. Открыли. Вот, смотрите, какая она вся в рассоле. Нам надо ее тщательно промыть от соли, от этого рассола, промокнуть бумажными полотенцами, высушить, и все. Рыба готова к употреблению. Да. Можно завтракать. Начинаем. Тщательно промываем каждый кусок под проточной водой. А затем просушиваем с помощью бумажных полотенец. И, наконец, нарезаем тонкими ломтиками. Наша рыбка готова к употреблению. Красиво сервируем и подаем к столу. Наш 3-серийный фильм подошел к концу. Сериал под названием «Золотая рыбка», а в нашем случае «Красная», сделан. Будем пробовать? Да, давай попробуем. С хрустиками. Ой, Я без хрустиков сначала попробую. Хорошо, что продержали именно 12 часов, не больше. Она получилась именно слабосоленая, потому что чем дольше держишь, тем она солонее и суше. А так она получилась очень нежная, мягкая и не сильно соленая. Мне очень нравится. Тебе как? целиком полностью с тобой согласна. Нежная, мягкая, вкусная. И она хороша в любое время суток. Не только на завтрак. С любым хлебом, в любых вариациях. Но Ну вот, кстати, про вариации. про вариации. Мы обещаем, что на нашем канале вы найдете видео, что можно приготовить из этой замечательной слабосоленой рыбы. Несколько рецептов. Да. Закусок. Сложных и несложных, простых и не очень. Но мы постараемся лучше простых и несложных, чтобы вам было удобно, быстро, подручно и вкусно. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, делитесь своими рецептами. А главное, друзья, не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас и угощайте своих любимых, родных и близких вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. Пока! Пока!